наступила весна, все просыпаются, и мы вот таким делом помогли нашим маленьким друзьям, да? Дело, о котором говорит педагог-организатор прогимназии «Созвездие» Ольга Путилова, действительно важное. На календаре уже почти месяц, как идет весна, но на севере климат суровый, поэтому март в Путехе – это снег и хмурое небо. Самое время для того, чтобы позаботиться о братьях наших меньших и подкормить щебечущие стайки. Зимой обязательно, потому что птицы иначе будут голодать, потому что основная еда у них под снегом. И без этого они просто умрут из-за недостатка еды. Повесил? Молодец. Давай поправим. Вот так. Молодец. Кормушки для птиц мастерили не один день. Из деревянных дощечек, картона и пластика. Главное условие – кормушка должна быть легкой, чтобы не сломались ветви у деревьев. А еще… Она должна быть красивая, чтобы птичкам она понравилась, и чтобы она была просторная, туда можно было положить еду. Кормушки для того, чтобы им было тепло. Как ты думаешь, чем можно кормить птичек? Пшеном, хлебушком. Заботливые детские руки наполняют кормушки семенами и зерном. Эта помощь до прихода по-настоящему теплых и солнечных дней сохранит пернатым их численность и разнообразие. Зимовать в нашем городе остаются десятки видов птиц. Многих из них дети часто наблюдают в городском парке. Синицу, снегиря, у него красная грудка, прям точечки, пятна видно. Дятла, воробьев и голубей, их здесь больше всего. Ты любишь птиц? Да, За что ты их любишь? Чем? потому что они красивые и красиво поют. Любая экологическая акция – это замечательная возможность для детей научиться доброте, заботе и деятельной любви. Не мусорить всю планету, а делать хорошие дела, кормить птиц. Такие экскурсии, они больше, мне кажется, все-таки прививают любовь к природе у детей. Они больше ощущают ее и как бы соприкасаются с ней. Может, поэтому у них и они все как-то оживились, когда увидели, что птицы едят то, что они заготовили для них. И увидели, что какая польза все-таки от их работы, от кормушек. Из любого маленького дела вырастают большие поступки. Наблюдая за природой родного края, помогая и заботясь о ней, дети со школьной скамьи впитывают в себя чувство ответственности и любви к земле, на которой они живут, к своей малой родине. Я люблю север наш, потому что это мой родной дом. Инна Баженова, Данил Яковлев, телекомпания «Путехинформ».